прикольно лежать, слушать птение птичек. Поют так красиво. Ну что, я уж проснулся. Еще там время 8:17. В принципе, нормально. Вчера на час раньше проснулся. Что у нас тут происходит? Ну, солнышко уже нагревает палатку. Уже не поваляться. Хоба. Ой, солнышко, привет. Ой, прекрасное утро. Не облачко. Я тут вон какую штуку увидел. Лежит он. Это же бывает на деревьях почка такая большая, деревянная, нарастает. И вот у нас какого-то дерева. Да, солнышко уже припекает. Ну что, пора разогревать еду. Ну, я думаю, на газу сейчас все быстренько сделать. Потому что на костре. Ну что, я быстро все приготовлю, а потом воды-то нету, чтобы затушить особо. А оставлять угли тлеющие, ну такое себе. Может загореться. Ух, прямо кусок жира такого сверху. Ну давай, грейся. Да, спалось хорошо сегодня. Выспался так неплохо. Ночью так совсем чуть-чуть был дождик небольшой совсем. И то я уже когда засыпал, он начался. Но сегодня без костерка. Быстренько на газу все сделаю. Все-таки за костерком надо следить. А если сейчас его развести, он будет гореть. Потом тлеть долго. Это опасно. Так что проще на газу быстренько сделать. Это ладно, вечером я приехал, костер развел, посидел, проконтролировал, чтобы ничего не загорелось. А сейчас обойдемся и просто газом. Да и солнце жарит. Сидеть возле костра, от костра тепло идет, еще от солнца тепло идет. Проще уж на газу. Ну вот такое вот утро, как обычно. Гречка, тушенка, чаек. И в путь собираемся. Птички так поют тут прикольно. Прямо целый концерт. Интересная особенность. Вот эта бутылка уже вон водорослями покрывается внутри, изнутри. И на вид так кажется, будто она грязная. Это только на вид. Вот если видно. Просто зеленые водоросли, как на аквариуме. А вот эта бутылка такого не имеет. Но ни одной зеленой водоросли нету. Что, так интересно, почему так? Да, интересно. Вот вся зеленая, блин. Это можно купить такое молоко. Это зеленое село, но 2 с лишним литра. Выпить его и новую бутылочку сделать. Ну что, как итальянцы или испанцы говорят, не знаю, чей это язык точно. Buon appetito, amigo.
Ну, очень приятного аппетита. Поехали. Ну, в смысле, поехали кушать. Поедем да чуть попозже. Ну, как обычно, завтрак. Мой завтрак. Гречка, тушенка, хлеб и чай. Но. Вроде еда одна и та же каждое утро. Ну, реально не надоедает. Вообще, ну, нравится такая еда. Придает много сил прямо с утра. И, в принципе, до обеда особо кушать неохота. Вот это овод. Таких жирных я еще не видал. Он летает прямо. Вон он сел. Реально такой большой. Вот реально оводы летают. Вот пока я кушал, один летал возле меня. Укусил, я его поймал. Убить-то не убил, просто он, ну, я его скинул сюда, грубо говоря, на землю. А что-то повертелся и улетел. Все, больше не прилетал. Вот реально, пока овода либо его рукой не собьешь, по башке ему не дашь, он не улетит. А так будет все летать вокруг. А тут такой вертолет прилетел. Такой укусит, мало не покажется, блин. В общем, надо следить за ним, да. Ну, я тут это все собираюсь уже потихоньку. Вон он сидит. Ну чё, морда жирная. Ну какие у него зубы, а? Ну смотри-ка, не боится ничего еще. Реально большой такой. О, и бабочка сразу же. Вы что тут собрание устроили? Бабочка-то ладно. Ну ладно, это вроде овод, наученный жизнью, всех подряд не кусает. Ой, какая красивая бабочка. Красота. Ну давай, садись на руку. Ну, на руку да сядешь. Ой, красотка-то какая. Ой-ой-ой. Ух ты, какая, а. Красивая. Они походу кореша. Овод и бабочка. Куда овод, туда бабочка. А вот бабочка своим хоботком вот эту штуку, ну, где накачивать подушку. Наверное, думает, это цветочек какой-то. Время 10 часов. Я собрался. Ну все, погнали. Да, трасса нас встречает сразу встречным ветром. Вон, видно, как березки гнет. И только завтра ветер начнет меняться потихоньку. А послезавтра уже пойдет восточный ветер. С востока начнет дуть, на запад. Вот там побалдеем. О, 600 метров халявы, 4% спуск. И он, этот городок, уже виднеется. Ну что, будем заезжать, сразу затариваться. Чем мне, по сути, надо пару тушеных, хлеб, да и все. Ну, пока все. Остальное как бы все есть. Для чая и прочего-прочего. Если бы не ветер, я, наверное, под 40 бы разогнался. Вообще тормозит ветер. Это, походу, школьники подрабатывают. Совсем молодые. Могила-то сидит. А вон уже первые постройки, видать. Подъезжаем к этому городку. Такой спуск, а я 23 еду.
Но ветру не прикажешь, куда дуть. Фура вся помятая после аварии, видимо, или перевернулась. А походу на бок легла. Нижнеудинск, 1648. Да, старый городок-то. Сейчас тут был 10% подъем. Хороший такой. Вот сейчас халява, спуск пошел. Тут явно пятерочка должна быть. Если что, в пятерочку заедем. Мне там больше нравится покупать. Походить, повыбирать можно. А то эти магазины принеси, подай уже надоели. А вернее, попроси, подай. Вон какой красивый дом. Следят за ним. Сбербанк, банкомат, стадион. А, это школа номер 1. Возможно, одна единственная. Но это не точно. Хотя районный центр, может, еще есть одна школа. Кстати, за хлебом можно было заехать, наверное, сюда. А что, давай так и сделаем. Нижнеудинский хлеб попробуем. Просто написано пекарня. Нижнеудинский хлебзавод. Вот и попробуем их хлеб. Все равно хлеб надо покупать. Заодним спросим у продавщицы, есть ли тут пятерочка. Взял. Ну, это серый. Пахнет-то вкусно так. Хрустящий прямо. Короче, я не зря заехал. Река Уда. Хо-хо-хо. Ну вот это речка. А река так река. Ну, видать, это либо старый мост был раньше. Скорее всего, да. А вот здесь уже новый. Или там это железнодорожный мост. Короче, фиг его поймешь. А речка-то ничего такая. Прозрачная. Каменистый такой берег, как на Байкале. Да, если был бы день сейчас и пекло в самом разгаре, я бы, наверное, даже искупался бы. А что-то пока неохота. День только начался. Ну, прямо прозрачная река, по-любому холодная. Это однозначно. Вот все дно видно. Пока красный светофор. Решил вот так заехать, кружочек сделать.
А вот еще одна речка. Застрянка. Ну, это просто, видимо, два разных русла. А вода-то одна. Такая же прозрачная. Чистая. Вот сколько еду, пока пятерочек вообще не наблюдаю. Как бы так этот городок и не проехать весь. Он уже на Красноярск. Трасса направо уходит. Карту что ли достать? Ну вот центр налево. Там, значит, пятерочка по-любому будет. Вот такие дома мне нравятся. Кирпичные. Не монотонные. То есть вот тут даже узоры есть. Когда строили. О, здесь так вообще красиво как сделали. Ну что, прокачусь, время есть. Только день. Смотрим этот городок. Нижнеудинск. А вот она и пятерочка. Ну, не так уж-то и далеко я отъехал. В общем, заезжаем сюда. Да, конечно, выбора такого особо нету. О, цена, блин. Вот алтайскую-то можно взять, она и по акции 200 стоит. Что ее берем, что-то не заметил сразу. Какая-то развалюха. А вот и расписание городов на ближайшие километры. Такая табличка со стороны Красноярска. Вот интересная. Куряты направо. Такой теремок. Молодцы, вон бочки расставили под мусор. Вот мусор. А вон и железка. Сейчас глянул, через 6 километров будет речка. Вот там я точно остановлюсь. Думаю, хотя бы одну баклажку воды набрать. А то вот что-то здесь не хотелось набирать. Она что, рядом с городом. Непонятно, что за вода. Может, даже и искупаюсь. Ну, футболку точно намочу, наверное. Сегодня хорошая погодка, вроде как дождя не обещают. Так что водные процедуры будем сами делать. Вчера это хорошо, дождик поливал, освежал, так сказать, водные процедуры были с неба. Ну, а какой товарничок.
Вот и речка, Каменка. О, народ тоже тут есть. Шины моют, что ли? Но мы сейчас сюда заедем тоже. О, так она вообще прозрачная, чистейшая вода. Холодная, да. Ну, ноги, конечно, можно помочить. Купаться что-то я пока не хочу. О, вообще прозрачная, чистейшая. Да. Хорошо, что я не покупал воду, а то когда был в пятерочке, была мысль уже купить воду. Вот, самая лучшая вода. Идеальная. А вот мой небольшой перекус. Пиво с хлебом. Я так ни разу еще не пробовал. Я хочу хлеб попробовать. Он прямо какой-то хрустящий. О. Мягкий, свежий. Классный хлеб. Ну и нулевочка, конечно. Шикарно. Сколько бабочек тут летает. Всяких разных. Вот рыжие летают, вот и белые летают. В общем, перекус на остановке. Пиво с хлебом. Вот это Каменка, где я воду набирал. Отличная речка. Какие одинаковые все. Банда красных грузовиков. Красота-то какая. Горы, горы. О, лесок какой хороший. Самое то ночевать. Ой, впереди какая гора. Вон если видно. Сегодня такое, да, вверх-вниз. Горы посерьезнее пошли. Чем-то даже на Уральские горы похожи. У нас примерно так же. Но это, блин, Сибирь. Сибирские горы. Вот тут реверсивное движение регулируют сами. А для нас есть полосочка. Нам хватит проехать. Что я нашел? Да ладно, ты еще что, протекла, что ли? Жесть. Да это я, вон, чай брал. Прямо пробкой ударился. Как он вылетел, я что-то вообще ничего не понял. Ну ладно, хоть он это пробкой. Пробку-то можно найти, в принципе. Хотя не течет, нет, он чуть-чуть есть. Ну ладно. Ну, понятное дело, там срезанный этот асфальт, заднее колесо туда-сюда, туда-сюда, вот и вылетело. А все равно капает потихонечку.
Я там бутылку просто нашел, остановился. Сейчас пробку поменяю. Где-то тут лежала. Лимон лайм был. Ну ладно. Да, конечно, повезло. Потому что чай, когда вылетел, упал на пробку. Пробка-то такая толстая, и то пробила ее. Если бы там в другие места упало дном, то все. Вот и попили бы чайка. А вот эта бутылка-то, блин, такая дорогая, почти 200 рублей стоит. Река Мара. Вот такая. Ну и направо Мара. Мара, богиня смерти. Вот тут очередной перерыв. Что я думаю, музыку что ли включить? У меня же есть эти наушники беспроводные. Вот такие у меня наушники. Текно. Текно. Тесно. Если по-русски читать. Тесно. Да. Вот так вот другое дело. Ну, у меня там есть сборник радиостанций всяких накачанных. В общем, его включил. Конечно, песни там уже довольно-таки старые. Ну да и ладно. Вот, с музыкой хотя бы повеселее стало ехать. А то что-то как-то реально, я что-то заскучал уже. Какое-то разнообразие. Ук. Ой, ну и название. Как кто-нибудь спросит: ты откуда, сука? Ты что, обалдел, что ли, обзываться тут? Сам ты такой. Так, ук. Не, это какие-то приколы. Понятно, ладно, ук мы уже видели, а тут АБЗ. Все за минимализм в названиях. АБЗ. Абз. Остановился передохнуть. Вот такой сегодня ветер. Видно по траве. А я еду туда. Это редкость сегодня вот так, что было затяжной спуск. В основном вверх-вниз, вверх-вниз. Всю дорогу было. А тут прямо такой затяжной. Избушка. Вон еще одни. Что это за отшельники тут живут? Зимовки какие-то. Зимники. Ну вот и пошел подъем. Сейчас, небось, такой же затяжной подъем. Вот на таком местечке остановился отдохнуть. Что-то насыпали, карьеры или что? Нет, скорее всего, насыпали и потом отсюда брали. Когда, видать, дорогу делали. Ну да, неплохо. Очень даже неплохо. Эх, не хватает роста до той. Да, с музычкой так-то интереснее ехать.
Хоть поинтереснее, не так скучно. То реально вот только сейчас был такой затяжной спуск, когда это вот так вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Там подъем это 2% может было. И вот так вот почти всю дорогу уже 60 километров с чем-то там проехал. 60 километров по такой дороге. Ну ладно, 50. Я же там по городу еще ехал. Нижнеудинск вроде, да? Да, наушники классные. Вот эти, которые у меня. Там есть 3 режима. Как обычные вакуумные. И 2 уровня шумодава. Но я сделал как обычные вакуумные, чтобы все-таки тоже слышать, что происходит. То есть я еду, я слышу, как сзади машина подъезжает. Как, в принципе, велосипед работает. И музыку слышно, и все остальное. А не так, чтобы врубить и вообще ничего не слышать. Так нельзя ездить. Вот если шумодав включить, самый высокий уровень, там вообще ничего слышно не будет. Одна музыка будет слышна. Я вот на работе испытывал, например, вот включаешь максимальный шумодав, но я там так и работал с шумодавом в основном. Человек, если стоит рядом, что-то говорит, ты его не слышишь, только видишь, как рот шевелится. Вот так вот шумодав работает. Да, заморочились вот так вот кирпичи-то складывать, эти камни. Вот речка прямо идет посюда, по низу. Ну да, вон она повсюду течет. Сейчас умывался на речке, ну вот так вот в наушниках. И правый наушник прямо в воду упал и поплыл. Не знаю, что-то. Он работает, но он тихо работает. Наверное, вода попала, то что. Ну ладно, хоть вообще работает. Видимо, ему надо дать высохнуть. Блин, ладно, в воду упал, а вот упади он в эту решетку. Под камни, все, фиг достанешь уже. Разбирать пришлось бы. Я бы, наверное, не стал бы даже. Ну что, еду пока без наушников. Лежат, сохнут. Вот этот правый, справа. Ну, вода высохнет, так, наверное, будет погромче. Когда работает, но тихо что-то работает. Мартыновка. Что-то совсем. Ручеек. Вот, наконец-то хоть еще кого-то встретил. Вот Вадим, велопутешественник. Откуда едешь? Так, ладно, сейчас давай одно интервью, потом другое. Да. Ну давай, ага. Значит, я еду с Москвы. Вау, ничего себе. Да, Московская область, город Щелково. Ага. Вот, проехал уже, наверное, уже почти 5000, ну, ага, понял. Ну, вот. Все вот так примерно у меня загружено. Ага. Вода, здесь у меня гермобаул, ну, вообще все тяжелое, так, довольно-таки, можно сказать, на полной автономии. Ну да, вот у меня... Вся снаряга тут вот весит порядка 40 килограмм, ну, если с полной загрузкой с едой, там я обычно так с запасом беру. Вот, солнечная панель. Ну, баул такой не гермо, обычный, я его еще... А какая фирма? Я не знаю какая. Давно уже брал. Это у меня 4-й сезон работает. И в принципе я... Вот какая панелька. Ну да, панель. Ага. Вот 30 ватт. Ну ничего. Она такая тоненькая. Да, так. Ага. В принципе. Да. Ну, как бы.
Вот таким способом, вот такой у меня Но. велик. А сколько? 40 килограмм это только снаряжение? Ну да, снаряга, там вода, ну с водой и вот все полностью инструмент. Вещей, вот если все вещи, которые есть, на 5 килограмм, не знаю, спальник у меня тяжелый, спальня, это, палатка двухместная у меня большая, чтобы так в дождь все вот это полностью. Все, я понял. А какого числа ты выехал? Так, выехал я 11-го, заезжал к родственникам на Урал. 11 мая? Да. Мая, Мая, да. Да. 11 мая выехал. Вот, и сегодня 51-й день. Понял. Вот, туда-сюда, вот планирую уже сейчас скоро. Молодец, ну вот слушай, так. Вообще, блин, ничего себе, вот это я понимаю. Сколько они? 3 литра. 3 литра, а у меня 2 литра. Не, маловато что-то мне как-то. Бывает, да, мне тоже не хватает. Я даже порой немножечко там руки помыть, еще что-то такое. Я плюс сухие эти, как их, моменты такие бывают, где я вот по тому году ездил по степям, довольно-таки вода кушает. Вода вообще уходит хорошо, да. Слишком, особенно если сухость, если до Мурманска ехать, там ну да. Так что, молодец. Че, держит, да? Ну, швальбы, да, ну я уже перекинул. Ну это, поменял местами просто, поменял местами. Ну все, Вадим поехал. Говорит, что-то, сколько он, 90 уже проехал. А я, я 75 только. Ой, я тихоня. Но ему хорошо. У него ветер в спину дует. А у меня вон он, куда дует. Но ничего. Завтра вроде как ветер поменяется. Ну что, едет на Байкал. Так-то ему что? Ну, 500, 600, там сколько. Ну, немного ему, в общем, осталось. Но главное, он с Москвы едет. Он же тоже 5000 километров проехал. Да. Прикольно так повстречать кого-нибудь, единомышленника. В общем, Вадим, если ты смотришь, тебе огромный привет. Вот на таком месте встретились. Загорье. Наушник стал работать. Солнце высушило его. Тут как парилка. Сейчас одел, все работает нормально, громко. Так что едем дальше с музыкой. Тоже думал, блин, все не заработает как следует. Я думаю, что здесь такой туман? Пожар, что ли? А это вон оно что. Карьер какой-то. Что они тут? Дробильная установка, видимо. Замзор. НПС. Ха! NPC. Ну, кто знает, что такое NPC, тот понял.
алкаш. То есть алгаш. Да, сколько этих по России первомайских, просто тьма. Косой Брод. Ого! Какое течение-то? Или и Косой Брод. Алга, шит. Алга. Это вроде по-татарски что-то такое. Вперед. Поехали. Что-то вроде так, если не ошибаюсь. Это из жанра. Я иногда так спрашиваю, что типа как вода. Отвечает нормально. Я такой говорю, что мокрая? Нет. Мокрая, мокрая. Мокрая десятка, речка. А вот и соточка. Ну, еще чуть-чуть покрутим. Что-то вообще стоячая вода. Нашел такое местечко, сходил на разведку. Ну вот где вот эта насыпь, чтобы не ездили, прямо там. В общем, идем туда ночевать. Неплохое такое место. Ну, конечно, немного загажено, явно там кто-то бывает. Но сегодня, думаю, никого не будет. Вот даже не знаю, хожу, выбираю, где поставить палатку. Там машина, по сути, не проедет. Здесь кто-то давно-давно ездил. Здесь только ехать, если на большом грузовике, внедорожнике. Тут легковушка явно не проедет. Да вот здесь ездил Урал, типа что-нибудь такое вот. И туда. Ну давно тут ездили. То есть первая мысля, куда поставить. И возможно, скорее всего, это вот сюда вот. Нормальное место, ровное. Также есть еще одно место. Вот там просто дорога. Там, ну мало ли, удумает кто-нибудь ехать на грузовике. Здесь тоже не проехать. Там куча лежит. Второе место вот сюда поставить палатку. Ну, здесь под откос все идет. Ну, здесь кто-то тоже костерок жег. Ну, в общем, пока хожу, вот выбираю. Ну-ка, что тут хоть за дорога-то? Сейчас там просто внизу какой-то будет поселок. Деревуха небольшая. Здесь явно давно уже никто не ходил.
Вот это чьи следы, интересно. Вот. 3 подушечки и коготь. Коготь. Ну, такая зверюга. Тяжелая была. Ну, все-таки я не стал прямо на дороге ставить. Ну, мало ли, вздумается кому-то проехать. Вот здесь сбоку тоже более-менее такое место ровное. Прилег, проверил, все нормально. Если уж кому-то вздумается проехать, уж проедет здесь. Дрова уже подготовил. Ну, где-нибудь здесь и разведем костерок. Вот там кто-то тоже, какой-то велопутешественник, что ли, проехал. Ну вот что-то совсем налегке был. Ну вот моя кухня. А вот газовая плита. Ну, сегодня разожгем без бумаги. Вот эта штуковина, ну это сосновая иголка, должна вообще хорошо гореть. Вот вспыхнула. Сегодня на ужин будет у нас алтайская говядина. Хорошая штука. Ну, по 200 рублей это можно брать со скидкой. Комарья что-то сегодня тут, да. Не так много, конечно, как раньше было, но летают. Так, ну все, можно водичку наливать. Это вода сегодняшняя, которую я набирал с речки. Вот ее для чая будем использовать. Так, давай, котелок, начинай работать. Вот так вот. Посмотрим, что у нас сегодня. Кстати, это консервы мясные. Производитель алтайская же. Я помню, была ГОСТ. И еще какая-то сила, что ли. Или просто сила тут, или ГОСТ. В общем, 2 вида их было. Так, Республика Узбекистан, город Ташкент. Это что такое? А, вот изготовитель. Короче, Новосибирская область, город Новосибирск. Вот где ее делают. Так, ну и вот что внутри. Должна быть вкусная. Вкусная. Даже пожиже уже, понятное дело. Ну, все-таки алтайская сила. Ну, давай сюда же рядом. Вот так вот. Сейчас тушеночку со свежим хлебом. Он уже, кстати, не хрустит. Я, видать, его когда покупал, его только привезли. Он еще хрустящий был. А сейчас он такой уже помягче стал. Вообще вот самое то. Вкусный хлеб. Водичка уже закипела. Да и тушняк тоже. Пока в сторону. Вода быстрее тушенки закипает. Потому что она прямо на огне стоит. Подождем чуть попозже. Все равно я вначале ем тушенку, а потом уже чаек. Светит. Тушенка так смешно кипит. Сейчас бум. Нету ничего. Сейчас бум такой. Как болото какое-то там. А, все перестало. Как гейзер. Копит, там бам! Выходило. Ну все, тушеночка разогрелась. Можно кушать. Ну что, поехали. Вечерний ужин. Приятного аппетита мне. Ну и вам, если что. Уху-ху.
Вкусняшка. Хлеб вкусный вообще. Это у нас первый раз, раньше был хлебопекарня своя. Вот примерно такой же вкус был. Все просто довольны были этим хлебом. Когда к нам родственники из Екатеринбурга приезжали, они постоянно этот хлеб с собой потом увозили. Реально вкусно прямо. А вот наши зефирки. Да, подтаяли немножко. Одна прямо, ну вообще там растаяла жестко так. Видимо, к сумке всех ближе была. Эти-то ничего, нормально, только поломались. Ну что, консерва приготовлена, вернее употреблена. Сейчас тоже приготовится, только уже внутри. Распадется на микроэлементы, на питательные вещества, белки, там, углеводы и прочее, прочее. Чего там в ней есть? 105,08. Да, пойдет, что. Как и вчера. Вчера тоже 105 что-то такое было. А по высоте, ну сегодня что-то не было особой высоты. 761. Ну как не было, ну, я имею в виду больших горок. Ну как бы всю дорогу вот так вот. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Такие. Прямо чтоб затяжных подъемов и спусков, ну были, ну не особо много. Вот за 105 эти километров. Солнце уже садится. Сейчас смотрел, в 10 часов оно садится. Ну я так как еду на запад, солнце дольше сейчас садится. Ну и по времени, да, из-за временных этих рамок. То у Байкала оно где-то в 9 часов садилось, потом в 9:30, а теперь вообще в 10 стало садиться. Ну ладно, в общем на этом все. До завтра, увидимся, пока.